карта города Киева, 10 административных районов. Что бросается, друзья, в глаза? Ну, во-первых, период исследования у нас декабрь 2025 с январем 2026 года. Что за данный период наибольше всего подешевела недвижимость, но это уже, друзья, традиционно. В Деснянском районе минус 0,23%, это левый берег. Левый берег, кстати, наибольше всего пострадал от блэкаутов, да? То есть там ни воды, ни света, и до сих пор там, в общем-то, знакомые у меня живут в Дарницком районе, вот здесь, говорят, что, ну, беда, просто беда, реально ни воды, ни света. А переехать, кстати, с Дарницкого района, но они уже такие пожилые, то есть, во-первых, и метро там ходит как попало, что называется, да, ну, кто в Украине живет, отслеживали уже то, что метро останавливалось, людей эвакуировали из поезда. А вот так, чтобы с Дарницкого района, с левого берега, у меня мама живет на правом берегу, и говорит, ну приезжайте, что ж вы там замерзнете. А они, ну, не могут, реально, там же этот, то ли боксер, то ли мэр города не чистит. Ну, он не должен чистить, понятно, он должен руководить этим процессом. А если он не может это делать, то должен сам чистить. Взять лопату, как этот Кулеба или кто там был, и вот эти дорожки для пенсионеров чистить, чтобы они ходили и не ломали себе кости на старости лет. Так вот, чтобы переехать с левого берега, показывал, с Дарницкого района в Оболонский район, это правый берег, щирые украинцы, которые на такси ездят, да, ну это понятно, это же рыночная экономика, что мы там говорим. Надо заплатить порядка 5000 гривен, друзья. Вот такая вот математика. И эта математика очень интересна для людей, которые живут на пенсию. Напомню, пенсия средняя в городе Киеве составляет порядка, я говорю, не средняя, не низкая, самая, есть минимальная пенсия, порядка 5700 гривен. Не евро, не долларов, друзья, гривен, то есть одну пенсию за одну поездку, так сказать, вот сюда возьми и отдай, да, ну вот такая жизнь. Переходим дальше, друзья, ладно, что-то сегодня я много о личном говорю, но честно, чувствую себя виноватым, хотя в чем я виноват? Я все, что мог, я делал в этой жизни, чтобы быть полезным обществу. К сожалению, пришли те люди, которые совершенно неадекватны состоянию. Ну ладно, хотел сказать неадекватном состоянии, получилось другое слово, да. Теперь, друзья, смотрите, переходя к рынку недвижимости, этот слайд появился благодаря вам. Вы просили меня, покажи, Андрей, а что же произошло с начала войны с недвижимостью. И вот период сравнения почти, ну не почти, ну 4 года, да, в феврале 24, вернее 22 февраля будет 4 года. Смотрите, что происходило с рынком жилой недвижимости. Это социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется на территории Украины. Город Киев не исключение. Ну, на примере я просто показываю. Первый квартал 2022 года, война началась в феврале, помните, да? 24 февраля. 1121 доллар стоимость квадратного метра. Первый год снижения стоимости квадратного метра было значительно, порядка, наверное, ну, 8 или 9, можете посчитать, рэперные точки есть. Сейчас просто не помню на память. Второй год войны, друзья, незначительное даже повышение стоимости было, видим, да? Причем второй год войны, это экономика разрушается, в общем, ну, еще тот, как оно, еще та история, да, и мне задавали мои контрагенты, люди, которые работают в финансовых учреждениях, которые интересуются именно статистическими данными, которых на сегодняшний день днем с огнем не найти в Украине по поводу того, что происходит с рынком недвижимости, они спрашивали, Андрей, а почему же все-таки вот этот рост происходит? Ну, мне сложно было ответить на эти вопросы, но на самом деле я предполагал и предполагаю сейчас, что второй год войны, если вы вспомните, со всех утюгов кричали о том, что война закончится именно в 2023 году. Будем пить кофе на Ялтинской набережной, ну и что-то такое в этом
И было контрнаступление, помните, да? И вот эта эйфория, я так понимаю, мы работаем с предложениями на рынке недвижимости. В общем-то, эта эйфория и подействовала на мозги продавцов. То есть они решили продавать свою недвижимость чуть дороже. Я это предполагаю, друзья. Напишите, у кого есть какие-то соображения. Показываю вам вот эту часть графика, где мы увидели второй год войны, незначительный рост стоимости квадратного метра. А третий год войны знаменовался тем, что порядка 10% снижения стоимости мы наблюдали. И вот четвертый год войны, друзья, что опять мы увидели незначительную, но все-таки динамику роста стоимости квадратного метра. Хотя вот здесь видим, я добавил первый квартал, но это колебательный процесс, это еще ни о чем, я всего лишь предполагаю. Я просто понимаю, что не может стоимость недвижимости дорожать в тех условиях, которые мы наблюдаем. То есть, когда каменные джунгли буквально превратились, квартиры превратились в каменные джунгли, без воды, без света. Ну, кто их нафиг будет покупать, друзья? Ну, подумайте сами. Возможно, это всего лишь колебательные процессы, но я все-таки предполагаю, что это начало неких тенденций, которые мы будем наблюдать на протяжении 2026 года. А в целом, если вы подведете итоги, вот здесь видите селевские данные, таблица, снижение с начала войны минус 5,35%. То есть недвижимость за 4 года войны данного класса снизилась всего лишь на 5 можно округлить 0,50%. То есть незначительно, но динамика снижения, в общем-то, присутствует. Давайте очень быстро пройдемся по следующему слайду. Здесь аренда. Аренда, сравниваем четвертый квартал 2025 года поквартальная сравниваю, это долгосрочная аренда с третьим кварталом 2025 года, и мы видим, что рост плюс 1,78% за квартал. То есть аренда растет, друзья. Следующий слайд. Эконом-комфорт бизнес-класс. Это жилье, также на вторичном рынке, но более высокого класса, подорожало на 0,14%. Можете посмотреть в абсолютных цифрах, сколько стоит квадратный метр. Ну и в данном случае рост также в процентном соотношении. Следующий слайд. Здесь мы говорим о первичном рынке, квартиры эконом-класса. Также видим незначительную динамику роста, плюс 0,24% в целом по городу. В абсолютных цифрах можете посмотреть по админрайонам стоимость квадратного метра жилья данного класса и рост в процентном соотношении. Следующий, друзья, слайд. Здесь мы видим, мы видим первичный рынок, комфорт, бизнес-класс, также динамика роста плюс 0,31%. Можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра, ну и, конечно же, рост в процентном соотношении. Последний слайд – это слайд, посвященный колебательным процессам, но уже мы видим, друзья, это элитный класс. Всего лишь квартиры данного класса с параметрами или характеристиками такими строятся. Голосеевский административный район, центр, это такая ценовая зона. Печерский, Липкий, Шевченковский центр. И очень сильно, почти в 2 раза отличается стоимость квадратного метра Печерский, Липкий, допустим, от того же, я не знаю, Голосеевский центр. Да? Снижение в данном случае в процентном соотношении можете также посмотреть.